У нее своя концепция, своя цель. Это обогнать Audi S6 в кузове C4. Турбина заслуживает отдельного внимания. 3,5 машина шпрыгнула вперед, села на ДБ. Цена уже красилась. Здесь надув 1,3 бара, планируется 3,2. Также заменена головная оптика. В тормоза здесь сборная ТВ. Вообще тюнинг начинается с тормозов. Передние тормозные диски 345, задние 330. 3200, 3300 это 4 самый веселый режим. Приветствую, ребят, вы на канале Юра. Сегодня речь пойдет о любимом моем концерне. Кто давно на канале, знает, что это ВАГ. Audi A6 C4 сегодня у нас в гостях, как вы поняли по названию, но здесь пойдет речь не об истории Audi A6 C4, а именно о этом автомобиле прекрасном. У нее своя концепция, своя цель. Владелец движется к этой цели, здесь много чего сделано, ее послужной список очень огромный. И есть чем похвастаться на самом деле. Все же по ней, я думаю, заметно, что это далеко не сток. И, кстати, у нас было Audi A6 C4, тоже далеко не сток на канале. Но там я затронул историю Audi A6 C4, рассказал про нее. Она была ближе к стоку, чем этот автомобиль. Этот со стоком уже мало что имеет общего. Там я рассказал уже о больных местах, о двигателях, обо всем. Здесь я это упоминать не буду. Кому интересно, переходите на то видео, ссылка будет в описании. И ссылка на плейлист ВАГа тоже я оставлю. Когда эта машина была в стоке, она также была хороша собой. Это не 1.8 на переднем приводе. Здесь 2.5, 140 лошадиных сил на 6-ступенчатой механике Quattro. Как вы заметили, кузов универсал. В принципе, это такая же самая конфигурация, как и было в прошлом видео. Только там был серебристый автомобиль в кузове седан, здесь универсал. Все, а так концепция их одинакова абсолютно с завода. Только здесь пошли дальше, там чипанули, заменили турбину, там я обо всем рассказывал. Здесь же пошли дальше. Концепция этой машины — это обогнать Audi S6 в кузове C4. И сначала пройдемся по стоковым местам. Это, конечно же, ходовая, кузов сам. По ходовой спереди, по сути, Макферсон. Сзади, так как здесь Quattro, как я уже упомянул, сзади не балка, а многорычажка, что, конечно же, придает автомобилю комфорта, управляемости, что немаловажно для него, потому что здесь реализуется немалая мощность, а планируется накачать ее еще больше. Поэтому Quattro здесь был обязательным пунктом при покупке в выборе данного авто, потому что лучше все же изначально Quattro, чем из переднего привода делать квадровую. Но автомобиль покупался достаточно молодым и свежим еще. Кузов универсала тоже играет положительную роль, потому что прижимная сила сильнее прижимает заднюю ось благодаря прямой крыше универсала. Соответственно, автомобиль лучше держит прямую. Но А6 все же отличается от S6 не двигателями, не отделкой и комплектацией, но также и кузовом, потому что расширенные арки на S6 они сделаны не для красоты и не для внешнего отличия, а для повышения аэродинамического коэффициента на поворотах. Разумеется, она уже красилась, потому что последним автомобилем уже 25 лет, и уже сколы, царапины автомобиль не красят, потому что уже поношенным выглядит. Здесь уже внешний вид освежили, он красиво, бодро выглядит. Также заменена головная оптика, автомобиль лучше с ней выглядит, но цены на нее уже не актуальны.
19 катки улучшает внешний облик этого автомобиля. Тормоза здесь сборно-щитовые. Вообще тюнинг начинается с тормозов. Передние тормозные диски 345, задние 330. Номера запчастей остались, но все это сборно-щитовое. Под капотом такое произведение искусства. Турбина заслужит отдельного внимания. Если переводить на Гаррет, это 3073 колесо. Двигатель АВФ когда-то был стоковым 130-сильным, 310 крутящего, сейчас здесь 200-220 сил. Форсы Феррат 120, распредвал заменен 268 градусов. Стоковая прошивка, но за счет турбины, благодаря турбине, за счет ее инерции, физических ее параметров, машина едет еще дальше. То есть даже при полном отпускании педали газа машина еще несколько сотен метров не теряет наддува, скорости, ну, за счет вращения колеса машина еще дальше прет, и прет она нормально. По динамике примерно здесь как А4 Б6, который я уже снимал, там тоже было 220 сил, но переднеприводный автомобиль. Но концепция все равно разная, потому что здесь двигатель получается более верховой за счет турбины. После 3 она просыпается, топит по полной. Снизу она немного туповата, более инертна. Ну что, по ходу я уже много раз рассказывал на таких автомобилях. Если не обращать внимания вот на эту красоту, произведение искусства, то обычный стоковый автомобиль, казалось бы. Но по динамике я не хочу забегать вперед. Сейчас по настройке здесь примерно 200-220. Это то же самое, что было у А4 Б6, вот той, который я снимал около года назад. На низах немножко, конечно, да, тупизна присутствует за счет большой турбины. После 3 сразу машина рванула вперед. Да, 130-140 здесь не в скорости дело, здесь больше дело в разгоне. То есть такой динамики хватит многим за глаза. Но я уже неоднократно об этом упоминал. Вот такой двигатель 200 сил, даже вот меньше были Passat, а 8 в D2 кузове с таким же двигателем, чипованная 160-170 сил, их достаточно, они были бодрые по городу. Здесь задача другая, и здесь вот 130-140 машина незаметно набрала, и такая динамика многим опасна, если мало кто ездил на автомобилях с такой мощностью. С 1000 до 2, когда вы трогаетесь с места, здесь больше получается в сторону корча вы уйдете. Если большая турбина, как здесь задача принципиально обогнать какие-то версии, то ну, больше как машина выходного дня, то на повседневе с 1000 до 2 вам будет очень неудобно играться, потому что машина не такая резко дерзкая, как должна быть. К примеру, чипованные в 200, 170, 200 сил, они на низах немного резвее. Ну, за счет турбины. Здесь большая турбина, она дует сверху. Но после 3 машина просто улетела. Сразу чувствуется прирост и тебя потянуло вперед. Мягкий руль, удобная посадка. Ну, конечно, гидроусилители. Раньше уважал гидроусилители, пока сам с электроусилителем машину не купил. И 3,5 машина аж прыгнула вперед, села на ДБ. Блин, честно говоря, я сам охренел, когда он... $3200-3300 до 4 самый веселый режим на этой турбине. Прикол большой турбины, что вот она сейчас пару сотен метров меня еще тащила. Большая турбина — это все равно большие пиковые нагрузки. На малых турбинах хорошо по городу, резко там сманеврировать, перестроиться. Но вот на Passat, на Авоське, когда я ездил, да, там до 160-170 можно играться. До 200 все равно уже тяжело, уже не то. Здесь же машина спокойно от 100 до 140-150 переплевывает буквально за пару секунд. И это очень опасно, если
Ну, по городу, конечно, так ездить не будешь, это именно для трасс. Вот в этом свой кайф, то что здесь больше кайф разгоняться 100-200 именно, а не дерзкое, бодрое передвижение. То есть я не раз уже упомянул на видео про такие автомобили с такими двигателями, то что нужно именно в самом начале определиться, что вы хотите. Обогнать там более мощные автомобили, либо там городская концепция, больше там бодрая машина для бодрых там перестроений. Так, подержите в потоке, одним словом. Сейчас никого нет, машину можно нормально разогнать по прямой. Сейчас автомобиль не настроен, поэтому никаких замеров, заездов, показателей, ну, не с кем сейчас гоняться мы не будем. Я думаю, вставлю в видео заезды с примерно такой конфигурации. Была вот Audi 80 квадратовая 1.9, примерно столько же сил, только там другая турбина, она тоже 220 сил она настроена, с S6 4.2. Вот, и концепция именно этой машины, такое 6 обогнать. Также 2.2. Но 2.2 это тоже грозный противник, потому что было Audi 200 3B-шная на канале. Она тоже 180 ложила в полном стоке. 180 она ложила спокойно. И ну, концепция обогнать такие автомобили. И потенциал большой у этих машин. Сейчас, конечно же, стоит турбина, уже сцепление, все, осталось только настроить автомобиль. Но вот по 400 лошадей с таких машин снимают, по 450 снимали. Но это уже, конечно, не на каждый день автомобиль, это уже больше корж будет. Также на автомобиле можно спокойно ездить по городу 2200, 2400, 90-100 км в час спокойно. Вот она нормально держит холостые обороты, стрелка не плавает. Но такую турбину сейчас нужно настроить концепцию. Может быть, еще устроим заезд, будет показательный с S6. Потому что концепция этой машины все же обогнать S6. 4.2, разумеется, ну и с 2.2 хотелось бы. Но 2.2 в принципе тоже можно обогнать, потому что стоковая 4.2, стоковую 2.2 турбо АН она обгоняет по заводским параметрам. Ну, с 1.9 PD-шными EA188 серии было очень много автомобилей. Был B5 Passat рестайловый, была Audi 8D2 с 1.9, была A4 от B6, который только что упомянул, и у всех автомобилей разная концепция в основном. Но у Passat и A8 было одинаково, то есть просто чип на полном стоке. Вот, поэтому при постройке такого автомобиля, вернее такой конфигурации, нужно сразу отталкиваться от того, что вы хотите. Потому что оптимальный вариант, как я уже сказал, в тех видео это B5 и A8D2. Просто чип, 160-170 лошадиных сил. Машины в городе хватает, до 160 хорошо машина набирает, играться можно. Там резко сманеврировать, обогнать кого-то машина вам позволяет без особо каких-то проблем. Но, конечно же, потенциал у этого двигателя велик. Ну, разумеется, 63-й пайпинг. Все по моде. Кулек тоже далеко не стоковый. Отдельная проблема этих машин, это, конечно, с возрастом глючит АБС. А АБС постоянно разные года выпуска менялись, постоянно играли с этим. И если отходить уже от темы разговора по стоку, то есть АБСу тоже нужно уделить внимание, потому что часто эта проблема возникает на форумах. Маховик здесь одномассовый, точно такой же у меня стоит на B4, 1.9 TD, 90 лошадиных сил, EA180 серии двигатель. Сцепление, комплект здесь от RS4 в кузове B7. Как я уже сказал, концепция автомобиля это обогнать Audi S6 C4. AEC 4.2, 290 лошадиных сил, 400 крутящего, 6 секунд до 100 машина кладет в стоке. Ну, конечно, тюнинговать уже S6 там некуда, и это невозможно. Проще поставить просто двигатель от Audi S8 в кузове D2, которая у нас была на канале. Я ее снимал, 360 лошадиных сил уже. Автомобиль повеселее. Но Audi S6 с 2.2 турбо АН 230 лошадиных сил. Она кладет 6.3, насколько я знаю, 6.4. Но ее можно чипануть, там есть потенциал для тюнинга, замена турбины, там спокойно 350 можно снять, такие машины знакомые тоже есть.
и ее уже обогнать будет сложно. К чему это все говорю? Дело в том, что я ездил на S64, и похожий автомобиль с ней конкурировал. Потому что сейчас, как я уже упомянул, у автомобиля стоковая прошивка, у него ориентировочно 220 сил. Сейчас гоняться, конечно, смысла нет. И с такой концепцией была Audi 80 в кузове B4, квадровая, тоже с 1.9 АВФ, с турбиной, настройками, 220 сил, и там не было шанса упереться S6. Сейчас старт проебал. Вы сами прекрасно видите, что у 80-ки нету шансов 4.2 S6 упереться. Она и с места, и сходу просто уходит от нее. Ее видно только в самом начале заезда. Все, она пропадает из виду. Здесь то же самое будет, поэтому нету смысла сейчас на ней гоняться, потому что, ну, ее динамика, как я уже сказал, примерно как у той Audi A4. Ее динамику я знаю, то же самое примерно и здесь, только здесь двигатель там... К 3000 на низах тоже уже не то, как в стоке. Вот стоковые были лучше 5-й Passat и А8, а 4 было лучше уже после 2 до 3. Здесь после 3 уже автомобиль просыпается. Немного другая конфигурация, но максимальная мощность и крутящие примерно одинаковые. И здесь, опять же, сейчас, именно в данный момент, с S6 нет никакого смысла гоняться, потому что вас ожидает то же самое. Ну и такую же динамику я уже знаю, прочувствовал. Здесь нету еще 300 плюс, где я сам кайфанул бы. Потому что таким разгоном, такой динамики я уже привык. Здесь надув 1.3 бара, планируется 3.2. Здесь классный, хороший салон, олдскульный, где еще было на первом месте качество, да. Но в сравнении с современными автомобилями, действительно, у многих пластик не только на ощупь отвратительный, это дешевый, самый мерзкий пластик, но и на вид он видно, что самый дешевый, вида никакого абсолютно не имеет. Быстро стирается, как наждачка, теряет свой... Какая бы там ни была изначальная свежесть, она быстро пропадает. А самое мерзкое, то, что он выгибается, скрипит, и можно аж пальцы туда засунуть. Но этим больше Опеля грешили. Еще в 2005-2006 году Astra, который я снимал, тоже выгибается дверная карта, и пальцы уже можно туда просто-напросто засунуть. Здесь, да, конечно... Кожа, поскрипывание, очень все это в кайф, приятно на ощупь, классные эти кнопки, еще когда-то было... Как многие говорят, даже щелчок кнопки чувствуешь. Но не в защиту современных автомобилей, но я даже бесшумное включение люблю уже, как на современных, где диодная подсветка вам сигнализирует о включении той или иной функции. Благодаря этим приборам, как на подлодке советской, ты прекрасно понимаешь, вот красная подсветка, все так красиво, четко выглядит. Ты понимаешь, что автомобиль не стоковый. А так, по большому счету, ничего от стока его не отличает. Руль заменен здесь уже в стиле S6. Мне он больше нравится, потому что эти прямоугольные рули старые мне не особо, они мне не заходят. Я понимаю, что они были с завода, это стоковая концепция автомобиля, но мне не нравится, честно говоря. Поэтому этот руль мне заходит больше. Да, конечно же, он перешит, уже стер там. Не одну сотню тысяч километров этот руль проездил. Интересно, где он вообще стоял до этого автомобиля. Но вот владелец доработал. Приятно. Вот красная подсветка ручек. Вот, в ноги вам все подсвечивает. Это, конечно, круто. Раньше люди кайфовали после соток. Это
Удлиненная приборка. Здесь еще дополнительные индикаторы расположены. Слюна текла с рта, с ноздрей, с ушей, со всех щелей. Люди кайфовали от этого. Дата было круто на тот момент. Но это смотрится еще добротно, красиво, свежо и имеет эстетический вид. Это больше даже стиль, если уже говорить про возраст, это не старо, это ретро. Старо это когда все поломано, поношено и на саморезы все закручено. Здесь этого нет, здесь все красиво и добротно. Надпись Quattro, конечно, и ее наличие греет душу, радует вас. В C4 Audi я был уже не раз, и мне ничего здесь нового сказать не получается и не приходится. Потолок перешит в черный салон, черный потолок, сочетание просто идеальное. Ввиду стоковой комплектации автомобиля здесь есть подогревы передних сидений, подогрев заднего стекла, он не пустой автомобиль. Потому что 2.5 это на Quattro это были одни из самых топовых автомобилей, кстати, на тот момент. Кнопка ABS теперь выполняет функции переключения режима. Здесь два режима, скажем так, городской и жесткий режим. Впаяна плата дополнительно, блок управления, и нажав на кнопку вы в более жестком режиме поедете. Но это все пока настраивается, находится в построении. Дополнительно установлена жесткая блокировка ввиду концепции автомобиля. Современные технологии тоже хороши по-своему. И здесь мне нравится то, что гидрача уже нету. Потому что в более современных автомобилях электроусилитель мне больше симпатичен. По багажнику куда же без сабвуфера. И для тех, кто будет смотреть предыдущее видео, вот визуальное отличие в объеме багажника. По финалу многие, наверное, надеялись на безбашенные заезды, такой вау-эффект. Я лично вау-эффекта не получаю, потому что я уже на таких автомобилях, на таких конфигурациях, правильнее сказать, 188 1.9 ПДшная, 130-сильная, я уже ездил. Было много автомобилей, и я понимаю, что я увижу, что я почувствую. Потому что сейчас машина в стоковой, прошивки находятся в построении, дальше будут настройки, выявление слабых мест, доработка. Потому что можно машину собрать, настроить, разогнаться по трассе там 5-6 раз подряд, патрубки повылетают, там можете даже и двигатель развалить, но время вы покажете. Здесь именно грамотный подход, чтобы машина не разваливалась. Поэтому сейчас она в стоке обкатывается, дальше будет увеличится надув, увеличится давление, ну, разумеется, и мощность, и будут выявляться слабые места, пока не доведется автомобиль до идеала. Цель, я уже сказал не один раз за все время этого видео, не буду повторяться. Спасибо большое за внимание, ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик, подписывайтесь в соцсети. Я надеюсь, в этой истории еще будет продолжение. Счастливо!